Душа поет. Душа поет. Голова пульсирует. Голова пульсирует. Это, наверное, от того, что кажется, надо немного поспать. Хорошо, что, кстати, да? Дерево красиво. Хорошо, что, кстати, да, интернета нету здесь. Можно будет поспать. Да, можно же до 6 утра можно сегодня спать. Круто. Какой-то праздник прям настоящий нам судьба подкидывает. А кто-то написал в комментариях: да ладно, говорит, интернета нет, просто казахи такие добрые, хочется поговорить, отдохнуть, расслабиться. То признайтесь, что дело не в интернете, дело в том, что хочется побыть наедине с природой и не выходить в цивилизацию. В этом, кстати, тоже есть своя романтика. Здесь даже как-то говорить особо не хочется. Хочется сидеть и смотреть. Да, поэтому в комментариях и пишут, кстати, что ребята, что-то вы какие-то без этого, без огонька. Без сучка, без задоринки? Нет, без вашего питерского огонька. Как же его разжечь-то? Так у нас здесь уже другой, этот казахский огонь. Он такой же, более такой степенный, более спокойный. Это алматинский. Как козы. Астанинские козы, он же другой. Ну что, обсудим сегодняшний денек? Да, поехали. Привет, друзья! Добро пожаловать на канал. Мы на фоне гор решили сегодня с вами пообщаться. В кадре Саша Карельский, Ваня Червинский. И мы в отличном настроении. Как сказал уже Ваня, душа поет. Друзья, привет! Мы находимся сейчас в Алматы. И мы находимся в великолепном месте. Это настоящее ранчо. И вы, наверное, слышите такой вот шум природы. Это шумит горная река. Возможно, вы даже слышите горную реку лучше, чем нас. Поэтому мы коротко начнем, а продолжим уже в другом месте. А в каком, вы узнаете уже скоро. Нормально? Да. Я немножко так вот получится. Бывает. Но я так долго не смогу. Ты можешь всю беседу так, а потом встать. Фу, я устал. Ну давай, ладно, попробуем. Да. Привет, друзья! Обычно, вы знаете, мы пишем беседу в конце дня, но сегодня мы не выдержали, потому что озеро Исык вызвало у нас самые невероятные эмоции и ощущения. Поэтому мы сейчас хотим этими эмоциями с вами поделиться. Друзья, очень красивое место, здесь просто невероятно. И, наверное, недаром вот именно это озеро выбирают молодожены для своих фотосессий, для своих свадебных видео. Здесь я вижу очень много молодежи, которые тоже фотографируются, радуются. И вообще, мне кажется, что вот озеро Исык – это такое попсовое место в городе Алматы. А я тебе скажу, Вань, что я думал, что после Чарынского каньона меня сложно будет чем-то удивить. Но вот озеро Исык оказалось вот той жемчужиной, которая меня очень сильно впечатлила. А самое интересное то, что мы встретили здесь путешественников, которые нас знают, и они нам рассказали, что на самом деле мы такие первооткрыватели в плане туризма, потому что есть очень много красивых мест, куда нам обязательно стоит сходить, которые намного круче, чем вот эти базовые места. Ну, так получается, что мы сейчас первые 3 класса школы проходим, вот эти первые 3 дня, а потом уже будем переходить на более серьезную программу. Ваня, что у тебя с ногами? Что ты все дрыгаешься туда-сюда? Фу, да просто я не знаю, Саш. Я вот стараюсь быть с тебя ростом. Естественно, я понимаю, что в мастерстве мне до твоего роста очень высоко, но вот физически я тебя чуть выше, мне приходится каждую съемку вот буквально Слушай, вот опускаться. Походу и купание в источниках пошло тебе на пользу. Ты растешь как гриб на дрожжах. Не только купание, еще и бесконечные баурсаки, которые сопровождают наше путешествие. И смотри, как я могу тоже. Ну, на носочках. Почти дотянулся. Вот, давай, Саш, в следующей передаче ты будешь на носочках стоять. В общем, друзья, мы преисполнены эмоций и впечатлений, продолжаем наше путешествие. И сейчас у нас впереди водопад Медвежий. Посмотрим, есть ли там медведи или нет. Алга. Да ладно, Саш, не расстраивайся, я пошутил. Все сначала. Ты почувствовал, что двигатель не с руки? Нет, просто мы обычно же по-другому сидим. И подвинься чуть-чуть. Так? Да. Ну, поехали. Ну что, сегодня у нас день начался просто прекрасно. Мы проснулись рано утром, впрочем, как и обычно. И пока готовили завтрак, мы решили
искупаться. Искупаться в горячих источниках, чтобы немного омолодиться, прийти в порядок, набраться силы, духу и отправиться к горному озеру, которое называется Иссык. Мне, кстати, подсказали в комментариях, что там не урановая руда была, Да. да, но там добыча была не урана, а радона. Рододендровая. Не Рододендровая. Не знаю. Ну, в общем, зарядились радиацией немножко. Там ровно столько, сколько нужно, чтобы чувствовать себя намного лучше, чтобы чувствовать себя намного моложе. И вот мы сейчас оказались уже в таком прекрасном месте. День у нас был, несмотря на то, что мы посетили всего одно место, у нас был невероятно насыщенный и очень активный. Активность его заключалась в том, что мы ехали в машине и организовали там настоящую студию, работали для вас, монтировали передачи. Вы эти передачи все, друзья, кстати, увидите, когда мы уже будем возвращаться в Петербург. Очень много красивых кадров отсняли, очень много информации собрали, и все это будем вам показывать. Я вот сейчас думаю над тем, в каком формате это можно сделать, и склоняюсь к тому, что это все-таки должен быть большой... Сериал. Саша хочет сериал, а я хочу сделать большой фильм про Казахстан, который можно будет посмотреть не спеша. Все-таки Алмата и вот те казахи, которые живут здесь, они все делают не спеша. И мне кажется, что даже есть такое чувство у меня, что благодаря этой поездке начнет раскрываться именно феномен казахов. То, о чем мы раньше говорили, то, что мы изучали раньше только благодаря интернету, благодаря видео на YouTube. Сейчас мы начинаем понимать. И все вот эти вот просторы, все горы, природа, люди, это, я думаю, что действительно, наверное, основной вклад сделало в то, что казахи такие талантливые, такие творческие, успешные в разных областях. И вот нам сказал Нурлан Коинбаев, что секрет успешности и таланта казахов в степи. И, возможно, действительно это так. Возможно, феномен казахов, он в степи, в горах, в горных реках, в невероятных просторах, все вот эти огромные масштабы всего, что находится вокруг, оно невероятно мотивирует. И, кстати, я хочу сказать, что когда находишься в таких местах, хочется петь. Что мы, собственно, сегодня и делали. Когда были. Это уже появилось, да, в нашем Инстаграм, или еще никто не видел? Ну, буквально там я несколько фрагментов показал, как это могло бы быть. Вот. А как будет и как было на самом деле, вы увидите уже в видеоотчете. Наливай чаханчик чая вместо крепкого вина. Тарарим, тарим, там, тадам, тарарим, тарим, там, та. И на востоке, на востоке. Дорога сегодня была достаточно протяженная, но удивительно, что даже сама дорога очень интересна, потому что пейзажи меняются буквально на глаза. Мы проезжали и степи, и горы, и источники, и скважины, то есть и какие-то красивые памятники. В общем, было всего в достатке, поэтому мы даже саму дорогу восприняли как некое путешествие. Но когда уже мы добрались до озера Иссык, сам вот этот подъем на автомобиле высокогорный тоже был очень захватывающий, потому что вот каждый виток на гору открывался абсолютно с разной стороны. Мы проезжали горную реку, увидели там пару молодожен, которые делали себе фотосессию. Все это мы запечатлели и даже пообщались с походниками, которые делали, я так понимаю, восхождение или гуляли вот в сторону этого озера. И надо было сказать, что прекрасно были удивлены, что нас опять-таки узнали. 50% не переведете, мне надо будет. Вы же только недавно в Сочи были, Да. теперь сюда, да? Кстати, я с вами встретился в Астане, когда концерт Димаш давал. Сказали, что даже видели нас в 2019 году в Астане, когда мы приезжали на концерт Димаша Кудайбергена. Саш, правильно говорить, Нур-Султан. Ну, тут уж не поспоришь, действительно. Я хочу еще сказать пару слов про степь. Вот действительно, степь — это вот когда по ней едешь. Раньше ехали на повозках, на лошадях, на верблюдах. Сейчас ездят все на джипах, на машинах скоростных. Но в любом случае, вот степь, ты когда по ней едешь, постоянно о чем-то думаешь, задумываешься, и твои мысли наполняются каким-то особым смыслом.
И я вот представил, мы ехали по, очень много проезжали по вот шелковому пути, по вот этой древней дороге, очень древней дороге. И я вот представил, что наверняка вот те люди, которые проводили в маршруте в своем там месяце, несколько месяцев подряд, какие же они были мудрые люди. Если мы ехали когда в машине, меня посетило столько интересных мыслей. Я прям как-то у меня все в голове начало раскладываться по полочкам, как-то все перевернулось. Я тоже могу сказать, что ты вот говорил про то, как природа сильно влияет на человека. Действительно, нас окружают огромные масштабы, вот эти масштабы гор, большие озера, высокие деревья. И человек, конечно, по сравнению с этим кажется очень маленьким, очень крошечным, и невольно начинаешь задумываться и размышлять о великом, о чем-то вечном, о том, какую роль человек имеет в этом мире вообще, в чем его предназначение. То есть вот сама эта атмосфера предполагает пофилософствовать на тему, поразмышлять на тему судьбы человека в этом мире. Я думаю, отсюда тоже так много философов, акынов и поэтов было в истории Великой Степи. Да. Но давайте перейдем немного к веселой теме. Мы любим пофилософствовать. Саша у нас вообще философ, мудрец. Откуда ты думаешь вот это вот все? Это, как говорится, полянка, вытоптанная собственными мыслями. Я думал, сейчас многие еще подумают, да, Саша же в очках, он наверняка очень умный. Друзья, ну давайте перейдем к веселой теме. Мы решили проверить, действительно ли все казахи прекрасно поют. Просто на нас нахлынули эмоции, мы начали петь все песни подряд, пока шли по дороге. Это очень было круто. Но мы решили спросить. Вот мы встретили группу казахов, которые занимаются безопасностью на озере Иссык. И мы у них спросили, а действительно ли все казахи поют? И они говорят, конечно, все, мы вам сейчас споем. И вот эти вот видеозарисовки, видеофрагменты на десерт для вас, друзья. Сен іздеп арманым, сыр бойын шарладым. Петербург, привет! Супер. Подождите, еще раз Петербург. Петербургу, привет! В общем, друзья, вот так вот у нас проходит пока наше первое знакомство с Казахстаном по полной. И хочется поблагодарить всех, кто нам в этом помог. Это вы, наши дорогие друзья, это наш золотой агашка Сабыржан Серикович, это его великолепная супруга Светлана Мукашевна, это великолепный Антон, который директор компании Сабыржана Сериковича, это Ирасыл, это Асылбек. В общем, друзья. И все казахстанцы, которые уже вышли с нами на связь, спланировали нам большую экскурсионную программу. Одним словом, мы чувствуем вашу поддержку буквально со всех фронтов. Спасибо вам большое за это. Нам очень приятно, что вы так тепло и гостеприимно нас встречаете. Казахстан держит свою марку. Еще, кстати, да, кое-что. Салем Social Media. Спасибо вам, друзья. И спасибо Нурлану Куэнбаеву и его брату. А им за что? Просто они красавчики. Ну ты красавчик. Болда. Ничего себе, казах. Смотрите на него. Ладно, сау болыңыздар. Көріскенше.